Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4. И это наш челлендж «Сбежавшие подростки», который не так давно начался, но уже активно развивается. Но наши подростки не сильно продвинулись. С прошлой серии прошло всего пару дней. Я в основном потратила это на прокачку их навыков. Как я говорила, они должны, во-первых, успешно учиться, во-вторых, тщательно подготовиться к университету. Это значит, что они должны прокачать определенные навыки, которые нужны для тех факультетов, которые я для них выбрала, ну, которые они вроде бы как хотят. И, у нас для этого есть уже, что у нас есть? Вот эта шахматная доска. Что это? Почему он так в подвешенном состоянии, мне интересно. И у нас есть зеркало, которое прокачивает обаяние и дебаты. Ну, дискуссию, вот это, в общем, дебаты. Я так переживала, что придется тумбу покупать, но, к счастью, нет. А наш Лори уже стоит, что-то там возмущается. На самом деле он сейчас в плоховатом состоянии. И на самом деле я к вам подключилась сейчас именно потому, что у нас выходной день, у нас отпуск, сейчас четверг. И самое главное, у нас начался праздник урожая. Потому что я, короче, поездила еще по другим нашим мирам. Я так и не нашла ничего, что можно было бы собрать. В итоге у нас так и растет эта розочка. Единственная, которая чуть не умерла, потому что мы забывали ее поливать. У нас бобы все-таки не выдержали, и хризантемки у нас, и все. То есть я ничего не нашла. И, как я говорила, то, что мы покупаем, мы не можем сажать, только то, что мы найдем. Но вот семена от этих вот гномиков будет очень даже в тему. Причем ему очень не нравится, что у нас бардак. У нас действительно бардак, у нас уже пованивает наша бельишко. И, как вы видите, у нас всего 13 миллионов. И я очень сильно хочу здесь все. Давайте его запустим, чтобы поругался. А чё, у тебя же была еда назначена. Наша Пайпер проснулась, она тоже в ужаснейшем состоянии. Сходи, пожалуйста, в туалет, и потом покушай. Я, кстати, съездила в деревеньку, закупилась немножко продуктов, но они так ничего и не приготовили пока из этих продуктов, но, по крайней мере, они есть. Главное, не забывать добавлять лед в наш холодильник. Это самое-самое важное. Хотя мне кажется, что когда лед пропадает, то они используют все-таки генерацию. У нас вот 2 единицы он генерирует, и, в принципе, у нас ничего электрического сейчас нету, кроме холодильника, потому что он как-то переключается. Вот когда, кстати, у нас пишут про избыток, мы периодически успеваем немножечко пропылесосить, но не сильно. Вот быстро пропылесосить невозможно. Надо, чтобы накопилась наша энергия. Так, идем. Так, я не сказала, что мы сегодня будем делать, но сейчас я не знаю, что с ними делать. Дай игрушку. Будем просто надеяться, что нам повезет. А злых мы сразу будем продавать. Вот так вот я решила. Нам на самом деле нужно очень сильно накопить денег, потому что нашему Лори нужно О, ура! Нам повезло. А тогда второму пусть наша Пайпер. Где-то есть еще третий. Успокоить гном, тоже дай, пожалуйста, игрушку. Я знаю, что им нужно что-то разное, но что именно? Я где-то когда-то находила табличку, что кому нужно давать. Вот, третий. С косой. Ну, давайте этому тоже Лори. Давайте к будущего. Не знаю, что это такое. Вот. Я надеюсь, они нам дадут очень-очень много семян. Но мы одно растение можно один раз только посеять. И все. Вот, нам можно продать весь урожай росы. Вот, я хочу продать весь урожай росы. Почему? А у него еще какая-то фаза, что он злой какой-то. Они оба проходят какие-то ужасные фазы подростковые, короче. Им все это не нравится. У нас хоть немножечко пополнение денег. Так вот, я хочу купить ноутбук, и я хочу превратить наш дом в дом. Я не хочу, чтобы они жили в этом контейнере. Мне вообще не нравятся дома из контейнеров. Ну, как бы в принципе. Вот. Ну дай, пожалуйста, ему игрушку. Сейчас ты пойдешь постираешь, потому что ваши вещи уже в ужасном состоянии. Занимайся, пожалуйста, стиркой. Тебе бы наушники включить, но, блин, наушники у нас платные. Нет, мы с этим не повезло, нам не повезло. Так, а то он нам все разрушит, я знаю, они там и пожары устраивают, и все что угодно. Они такие, они злые гномы. Они прям... Зато не 200... О, 210 стоит, отлично. Так, ты хочешь пообщаться. Ты идешь к Пайпер общаться. Так, а сейчас мы узнаем, что произойдет. И чего? Ура! Нам повезло. 2 раза нам повезло, всего 1 раз не повезло. Это успех, я считаю. А ты не можешь с гномиком пообщаться? Петь вместе, смотреть?
Потому что Пайпер надо идти стирать, очень сильно надо. Ну ладно, чуть пообщайтесь, и я бы тебе включила наушники, но это 25 миллионов стоит. Ой, надо поразмножать наших лягушек. Так. Ретро. Сейчас, дзынь, минус 25. Кстати, когда денег вообще нету, я вот не знаю, что такое лежак-варвар. Что это такое? Я не знаю, и оно не функционирует. Так, песчаная лягушка. Где-то у нас по 160 были лягушки. 120. Вот, 160. Давайте ее с чем-нибудь перекрестим. С чем-нибудь перекрестили и получили такую же лягушку. Ясно. Ну, тоже неплохо. 100 это тоже хорошо. Окей. Мы немножечко подкопили денег. В итоге нам нужно как минимум где-то вот чтобы на перестройку, на ноутбук где-то накопить сейчас 1500, потому что у нас кое-что там есть в багаже, кое-что Лори накопал. Вот, то есть там где-то 500-700 миллионов будет на самом деле. Так, ты разговариваешь с Пайпер. Слушай, а позвони своей маме, узнай, как она себя чувствует, как она вообще живет. Вот ее, его мама. Пожалуйста, поболтай с ней, слушай. Хорошая идея. Потому что Пайпер занята. Я понимаю, что ты хочешь с ней пообщаться, ты ее любишь, она твой друг и все такое, а потом поищи, пожалуйста, декор. Вот как-то так. Пока что там не надо ничего поливать. А то мне жалко, что мы бобы упустили на самом деле. Вот раз. Началось. У нас наконец-то будет садик. Так вот, какой именно дом у нас будет, я вообще не знаю. Вообще. Как все это будет выглядеть, как я это все сделаю, я вообще даже у меня нету пока никакого плана, честно признаюсь. Просто как бы он должен вот сюда помещаться. То есть вот это все я не буду убирать. Кстати, вы заметили, как у нас чисто стало? Я же все поубирала, когда мы тут внесли инициативу. Нам, кстати, надо посматривать, как тут все преобразуется и новую. Завтра, кстати, надо новую. Вот, избытком. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Надо быстренько бежать и пылесосить. Как только пишут вот эту штуку, надо бежать, производит с избытком, надо бежать и пылесосить. Хватает на один маленький пропылесос. Ну, то есть там не полноценно получается пропылесосить, а на один маленький пропылесос. Я вот это вот таскаю туда-сюда этот пылесос несчастный, чтобы успевать вот это все делать. Я вот надеюсь, что когда у нас будет больше этих штук, у нас как-то все с электроэнергией будет повеселее. Пока что это все очень и очень грустно. И они, во-первых, эти штуки очень дорогие, которые производят это электричество и воду, и все тут нормально. И они производят очень мало единиц. То есть там обычная лампа типа потребляет 10, а вот эта штука за 700 с чем-то миллионов, она вырабатывает 2 единицы. Вы понимаете, как это соизмеримо вообще и несоизмеримо на самом деле с тем, что у нас происходит. Но здесь я не буду включать читерить и включать им, отключать это испытание, пусть они, короче, мучаются. Потому что здесь пустой участок, по сути, это не жилой участок, здесь не может быть коммуникации. Это как бы само собой разумеющееся. Так, еще одно, еще одно. Тири-ти-ти-ти-ти-ти. Еще? Нет? На воды налила. Так, ну что, она пропылесосить? Нет? Нет. Так, взять белье и повесить. Что он нашел? Что нашел? Израсходованы. Все, он не успела пропылесосить. Надо сразу бежать. Но она пылесосила. Как вы думаете, время уже прошло? Можно уже размножить этих? Нет, еще нельзя. Слушай, ты кушать хочешь, бусинка моя. А с кем ты хочешь разговаривать, поболтать? Нет, не надо тебе болтать. Возьми остатки пищи и, наверное, иди тоже копайся. Ищи мебель и декор. Мебель и декор. А еще я хотела глянуть. У нас там так и остался рынок. Где он? Или это все-таки уже сад? Нет, это рынок так и остался, по-моему. Потому что там можно было проголосовать дальше, я так понимаю. Или это сад все-таки? Слушайте, мы тогда проголосовали за сад? Может, это сад? Да, это сад, слушайте. Но он же по-другому выглядел, рынок, да? Нет, вон. Или сад это? Нет, вроде сад. Прикольно. Это, получается, каждую неделю можно менять вообще. Прикольно. Но я бы сад оставила пока что. Можно туда, кстати, сходить, может, там что-то выросло, или там есть какие-то семена. Мы же собирать-то просто так можем. Кстати, у нас есть тут местечко, где можно выкопать. Выкопать. Мы можем сюда попасть просто так. Вот.
Вот, мы можем сюда попасть. Крутяк. Ну, пусть сначала покопается там. Так, а ты у нас уже докопался, у тебя ничего не произошло. Ты ничего не нашел интересного. Ничего нету, но у нас есть тут, между прочим, кое-что очень интересное. Вот, например, кучка мусора. Эта штука, деталь для улучшения. Никуда мы не можем, мы ее потом через эту продадим. Кстати, хочу открыть, что у нас там. Ну-ка, откройся. И что у нас там? Поддуб. И что мы можем с ним делать? Я не знаю. Он как-то в еду вообще идет. Я знаю, что он в эти идет. В букетике. Но кроме букетиков он куда-то идет еще. Ну, посади, пожалуйста. А потом еще покопайся. Я же тебе добавила, там должно быть. Да. Да-да-да. Давай, ищите. Вам нужно вот... Я хочу сегодня это все сделать. Я думаю, у них хватит сил, чтобы сегодня заработать так много денег. Если что, поедем в этот... О, осеннее растение. Куда мы первый раз ездили? В Оазис Спринг. Давайте посмотрим, что у нее. Оно откроется не скоро. Ну ладно. Потом. Так, ты пока кушай, моя хорошая. Так. Угу, ты копайся. А потом, наверное, еще, я думаю, мы сейчас поищем контейнеры, еще покопаемся, потому что в этом будет копаться наша Пайпер. Вот, отлично. Гардероб. Вот все, что в плохом состоянии, я буду продавать. Все, что в нормальном состоянии, а такие, оказывается, вещи попадаются. Редко, но попадаются. У нас пока что один письменный стол. Вот у нас, кстати, душ из мусорки, но он был в хорошем состоянии, его нужно было только помыть. То есть он был не черный, а нормальный. То есть вот такие вот штуки я буду оставлять, а все остальное я буду продавать. Не может. Так, у Пайпер что-то было в этом. Давайте дожмем эту нашу мусорку. Нам очень сильно нужны деньги, но я в любом случае... Так, давайте еще раз умножим уже точно. Нет, серьезно? 3,5 часа еще не прошло? Вы серьезно? Но у нее есть мусор. Так, тик-тик. Давай, запихивайся, мусор. Чё, он вообще никакой не запихнулся? О, нормалек. Носить при себе мусор — это очень полезно. Можно пополнить свою мусорку и дальше продолжать искать предметы. Так, еще один велик. Точно такой же. Мы его продадим. Потому что он мне жутко не нравится, но он стоит каких-то денег. Так, сырье. А, она на велике поедет. Ну ладно, оставим ей этот велик. У нас сырья просто миллион какой-то. Но мы ничего не можем с ним делать, потому что его нужно в специальной штуке преобразовывать, короче, что-то с ним делать, а у нас ее нет. Она очень-очень дорогая. Вот, стул, отлично. Я думаю, что мы, кстати, накопили денег. Да, пупсичек, я знаю, ты хочешь в душ. Вот сейчас покопайся 2 разочка. И пойди в душ, тогда покушай. Будем ждать, пока Пайпер вернется. Что же, много времени. А сколько? Всего час дня, кстати, они очень быстро справились. Так, что-то Лори всего задавала, он ничего не сделал. А еще я все-таки отключила пыль на участке, потому что это невозможно. Я не могу накопить достаточно энергии, чтобы нормально в общем, пропылесосить, и у них портится настроение, и это просто немножко кошмар происходит. Я думаю, все-таки без этого не так страшно будет. Так, у нас еще один комплект семян. А еще тут пришел наш Томичек. Представляете, он пришел к нам в гости. Я хочу с ним пообщаться, потому что у Лори очень низкий уровень общения. И так, наша Пайпер там что-то копается, бедный уже совсем закопалась. У нее тут супер-пупер все низко. Но я, кстати, заглянула в режим строительства. То, что они там понаходили, мы, в принципе, можем продать. Но, кстати, предыдущие, то, что они покупают, я не продаю. То есть, если мы что-то покупаем, то мы уже ничего не продаем. Ну, то есть, я вот такой... Хотя, может быть, продать, не знаю. Ну, вот, кстати, из контейнеров, ну, вроде они прикольные такие, но не особо прикольные, не знаю. Сейчас я буду думать вообще, как я это все буду строить, потому что я начала говорить, что я не хочу здесь ничего убирать. То есть я хочу как-то интегрировать дом вот в это пространство. То есть каким он будет, я вообще не подозреваю. Я даже не представляю, честно признаюсь. Я сейчас что-то буду, короче,
придумывать на ходу, можно так сказать. Вот, посмотрим, что у меня получится, не получится. Вот сейчас как раз они с Тимином пообщаются. Что у нас, кстати, я пооткрывала, мне кажется, все уже с семенами. Детали робота надо выложить. Вот эту штуку, она так, короче, никуда не девается. Зато у нас есть бегония, у нас есть шафран, и у нас есть груша. Она, кстати, дорогая. И все, что ли, серьезно? А здесь что у нас? Что у нас? Опять фасоль, подупу, и все, серьезно? А, вот еще львиный зев. Ну, такое. Как бы такое, раз такое. Ладно, буду все продавать, переходить в режим строительства, и дальше мы с вами увидимся. Сейчас я подумаю вообще, как это все преобразовать, как это создать. Надо, главное, вот этих товарищей. А что, все, что ли? Они уже отыграли, что ли, и все? Мне казалось, они так много должны давать. Ну ладно, пока их никуда не будем девать, посмотрим. Может быть, что-то все-таки они нам дадут.
Та-дам! Теперь наш домик выглядит вот так вот. Он весь такой типа экологичный, деревянный, а я не увидела, что мы не везде сделали. Ладно, потом попозже исправлю. Такое бывает. В общем, вот так вот теперь выглядит наш домик. В принципе, он мне нравится. У нас очень много окон, потому что у нас нет электроэнергии, и мы как бы... Как некрасиво получилось. Как я это не заметила вообще? Ладно, сейчас исправлю. У нас нет электроэнергии, поэтому солнечный свет наше все. Вот у нас типа задний дворик, я его приподняла, потому что, ну, здесь вроде как камни, и какой-то сад сильно разбивать не сильно хотелось. Я как бы все подняла, и здесь немножечко будет загородочка, здесь тоже какой-то такой, типа, что-то будет. Я думаю, что я буду дальше как бы обустраивать вот этот домик, сильно разрастаться я ему не дам. Потому что, в принципе, нету смысла. Что у нас тут внутри? У нас тут внутри основная комната, едва освещенная нашими свечами. В принципе, я думаю, что вот как раз это примерно так и останется. О, привет, папаш. У нас теперь есть отдельная спальня. Вот так вот она выглядит. Я думаю, что они здесь пройдут. Я опять-таки думаю, что она так и останется. В принципе, ну вот спальня и спальня. Все, что тут еще должно быть. И ванная комната у нас вот такая вот теперь большая. Без напольного покрытия. Вот так вот у нас получилось. Еще у нас появилась раковина. Из новинок у нас появилось еще несколько стульев. Мы тут один столик нашли. Я тут еще докупила этих. Надо, кстати, их поменять тоже, чтобы они были разненькие, веселенькие. Мы можем теперь все посадить, что у нас там есть. Ну, что у нас там есть, то мы посадим. И у нас, получается же, над этой терраской, видите, здесь есть типа крыша. Я думаю, как-то будет повеселее. Единственное, что я купила ноутбук. Я, конечно, молодец. Но когда я удаляла наш домик, короче, я забыла про верхнюю вот эту турбину, которая стоит больше 800, практически 900 миллионов. И она, видимо, продалась. И мы теперь остались вообще без электроэнергии. Соответственно, мы ничего не можем. Но, во-первых, у нас осталась вот эта штука. И я, в общем, долго читала там по поводу всех этих генераторов и всего прочего. Короче, самый выгодный, получается, я хотела посмотреть сведения о счетах, посмотреть, что у нас тут. Вот, у нас есть выработка воды. Мы ее сохраняем. И электроэнергии у нас пока что нет. У нас выросли, кстати, счета, налоговые штрафы, бла-бла-бла. Это вот мы должны 3, получается, заплатить. Или 267. Я никогда не понимаю, что нам нужно платить. Так, чё ты грустный? Давайте сейчас определимся, что мы будем делать дальше. Во-первых, пообщайся, пожалуйста, пока с папой, пока наша Пайпер так и не пришла. У нас, конечно, окон просто какой-то миллион. А чё ты расстроился? У тебя же вроде все хорошо было. Поговори тогда, поздравь что-нибудь там с праздничком связанное. Жаловаться. Не надо жаловаться на праздник. Вот спой, пожалуйста. Так, Пайпер у нас в ужасном состоянии. Она очень хочет в душ, она очень хочет кушать. Сейчас мы ей это все устроим. У нас тут, кстати, какая-то испорченная еда. Вот у нас есть. Нет, нам не сюда. Нам нельзя мыть тарелки. У нас есть прекрасное место, которое прямо-таки предназначено для этих вещей. Это вот оно было, да? А что, у нас обычной еды нету? У нас есть только продукты. У нас есть этот сыр наполовину съеден. Уже вообще практически съеденный. Блин. И хлеб, по-моему, да? Ну мы... Давайте она тогда приготовит. Может быть, все-таки у нее вроде как хорошо с этим, с навыком готовки. Почему мы не можем... на участке без... я забыла. Я балда, я забыла, мы же тут готовим. Гриль. Мы можем. Вот жареная курица, жареная рыба, сосиски с болгарским перцем. Мы можем рагу лесника. Пинчес. Что такое пинчес? У нас белое мясо, сахар. Слушайте, мы прям можем чими. Любое мясо, любая специя. Прям шашлык из рыбы. Жареная курица. Вот мы... наверное, тут всего одна крошечная порция будет. Любая рыба. Может быть, вот этот. В общем, она что-то приготовит. Мы, наверное, поедем на участок, во-первых, который с электричеством. И где-то же есть это... Где-то есть место с вот этой штукой для обработки. Я помню, есть какой-то общественный участок. Наверное, он в других районах, где есть вот эта штука для переработки, для производства, потому что у нас очень-очень много ресурсов вот этих вот для переработки. Ну, короче, можно из них что-то, я так понимаю, делать. Нет, мамуля, я сейчас не могу с тобой. Зона чувства, как это мило.
И ругается, главное. Вроде вызвал чувство и ругается. А почему ты ругаешь? А почему тебе дискомфорт? Очень грязная одежда. При том, что я постирала все, ты понимаете? Вы понимаете, это какой он вреднулькин. Маленький вреднулька. Все его постирали, а ему все не так, все не то. Ты идешь? Да, она идет. Придется подождать, пока она приготовит поесть. В общем, домик мне на самом деле вроде как понравился. У меня все очень сложно с домами, конечно, которые я строю с нуля, и когда я вообще не понимаю, как они и что они. Ну, что ты ругаешься, продолжаешь ругаться? Ну, что такое? Может, ты можешь взять вот эту уже одежду? Нет, она еще капает. Тогда давай, иди сажай, короче. Раз ты такой вреднуля, у нас здесь есть что посадить. Как-то побольше урожая нашей Сэмми. А, мы можем уже размножить... Ой, Сэмми, Пайпер, простите. Это у меня уже все смешалось со всех этих... лягушка, лист. Грустная. Что мы тут получили? За 100. Ну, нормалек. Лягушки это прям топчик. Так, во-первых, мы можем грушу посадить. И ее остатки мы положим в холодильничек. Потому что она нам пригодится. Эть. В холодильник положили. И еще мы можем что-то еще мы можем посадить. У нас вот есть цветок шафрана. 1. Остальные мы можем продать. И это что такое? Я не помню, что это. Бегония. Вот. Опять-таки остатки мы можем продать, все остальное мы можем посадить. Ну, хоть какие-то деньги у нас появились, потому что нам нужно срочно 2 вот этих генератора купить, чтобы у нас было электричество, потому что вообще без электричества это сложно. Так, у нас еще остатки мусора, давайте мы его наполним, наш мусорник, может быть, он наш вреднуля, который сейчас очень такой весь противнючий такой у нас есть товарищ. Он сейчас посадит все. Не надо есть. Ну, сходи в туалет, да, сходи. Я думаю, тебя Пайпер пустит. Вы как бы близкие люди. Такое иногда случается, когда у вас сдельная ванная комната, то можно быстренько сходить с разрешения второго человека. А что ты голая пошла? Оделась по пути, хорошо. Как раз пока она приготовит еду, ты сможешь посадить. У нас все. Ты вроде бы у нас любишь садоводство, уже полюбил садоводство. У нас, кстати, здесь прокачал он свою рыбалку. Нам надо продолжать это делать. Повесить на стену или выпустить в аквариум 5 рыб. Ну, это прилично. Я не знаю пока что. Ну и что-то одно посадила. Что дальше? Дальше сажай, пожалуйста. Не тупи, пупсичек мой. Тем более, что еще не готово. И надо, короче, искать, где это место с переработкой, чтобы создать какие-нибудь предметы, их продать, на их базе сделать что-то. Наверное, вот так вот как-то. Раз у нас сегодня свободный день. Они, кстати, домашку, блин, не сделали. Ну ладно. Сначала пусть делают, короче, домашку, потом едут. Они, конечно, должны себе ветрогенератор купить, но и про домашку забывать тоже не стоит. Так, ну что ж, мы все-таки приехали на общественный участок для того, чтобы наконец-то переработать кучу вот этих всех штук, которые у нас там накопились. Еще наш Лори абсолютно недоволен. И, кстати, это уже следующий день, потому что вчера, получается, да, недолго пошились, там что-то поели, чуть пополивали, и уже было достаточно поздно, чтобы куда-то ехать. Мы, правда, съездили там в одно место, там ничего не было. В итоге мы приехали на наш сад, в наше коллективное пространство, в которое я добавила эти штуки, потому что их нигде не было для обработки. Почему ты недоволен? Морозно. Простите, извините. Давай-ка покопайся, пожалуйста. Лениво дремать, искать. Ага, ничего нету. Отлично. Слушайте, а чё здесь не становится красивше? Мне казалось, что оно как-то должно покрасивше стать. Ладно, может быть, летом станет здесь посимпатичнее. Так, вот наш сад, кстати. Он какой-то очень тоскливенький. Если честно, здесь толком ничего нет. Как-то вот так вот пустоватенько на самом деле. Но самое главное, на втором этаже я тут все расположила. Оно же осталось. Да, ты уже переживал, что оно исчезнет куда-то. Вот, наш перерабатывающая штука. Собрать свечу можно. А можно собрать свечу? Требуется воск. У нас нету воска. Отлично. Так, ты хочешь в душ? Помой ручки. Я вообще думала, на самом деле, что он покопается в мусорках. Но что-то он не хочет копать в мусорках. Может, там еще ничего не накопилось. Так что сиди, решай домашку. Делай домашку, а потом упражняйся в писательстве, пожалуйста.
воспользуюсь, да, переносным компьютером. Да что дома у нас так ничего и нету. О, мы можем, кстати, подождите, так, размножать лягушек. Какая у нас тут самая дорогая? Нам надо, кстати, пополнить запас, надо будет съездить. Куда мы там? Sunset Well или Willow Creek? В Willow Creek мы нашли. Тебе надо наушники включить. Наушники. Включи, пожалуйста. Минус 25 сейчас будет. Это я знаю, да? Минус 25, отлично. Ладно, поехали, девочка моя. У тебя полно всего. У тебя есть навык, ты все сможешь, я верю. Создать. Что мы можем создать? Мы много чего можем создать. Можем коврик. Что самое дорогое будет, скорее всего? Вот книжная полка, мне кажется. У нас есть черная краска. У нас есть краска шалфей, мрак. Ну, хоть что-нибудь. Интересно. А мы, наверное, через продавито сможем. Потому что, мне кажется, если так продавать, то слишком дешево получится. А если через продавито, то это всегда немножечко дороже получается. У нас не зря тут уже полно всего уже накопилось. 193, 75. Я не знаю, чем они отличаются там, но, короче, их уже много, этих штук. Но вот свечки мы не можем создавать. Потому что нужен воск. Я не хочу какие-то что-то дополнительное покупать. Вот, я хочу... Вот, минус 50, минус 50. А у нас не так уж много в итоге осталось. Ну вот. Я думала, что мы просто какое-то неимоверное количество всего сможем произвести. О, у нас тут что-то, кстати... Ага. Утилизировать мусор. Ты же включила наушники. Ладно. Не буду наезжать, у нее вроде бы повышается. Так, а ты что? Ты делаешь на смешном стульчике с ребенком. Зато у тебя есть компания. Смотрите на эти товарищи. О, такую штуку тоже надо себе сделать, кстати. Может, можно ее сделать в этом преобразователе. Мы чисто технически можем делать, ну, как бы использовать мебель, которую мы создадим, но нам, если честно, не очень нравится, поэтому, ну, лучше ее, короче, продавать. Я не знаю, сможем ли мы это делать через продавито или через обычный, просто, ну, через режим строительства, как вариант. Ох, нам, конечно, еще зарабатывать и зарабатывать деньги. Я хочу хотя бы один этот вид. Ну как я вот так вот, я не понимаю. Я это обнаружила уже, когда достроила дом, вы понимаете? О, можно уже искать мебель и декор, отлично. Тогда мы еще что-нибудь сделаем, копаемся в этом мусоре. А наш Лори не будет копаться в мусоре, потому что, во-первых, ему нужно лучше себя прокачивать, потому что у него писательства вообще нет. А нам нужно как минимум 3-4 уровень. Вот логику, ему, кстати, не надо. Дебаты, вот еще чуть-чуть подтянуть. Ему нужно дебаты, писательство, еще что-то. И обаяние. А обаяния у него вообще нету, я так понимаю, или есть? А вот обаяние есть 2. Мало, очень-очень мало. Для того, чтобы получить престижную профессию, этого мало. Ну, не профессию, а в смысле поступить. Так, багажи семьи. Значит, не здесь. Получается, наверное, мы не сможем его выставить через продавито. Что мы еще можем сделать вот прямо сейчас, до того, как мы начнем копаться? Из того, что есть, у нас только настольная лампа. Давайте черненькую настольную лампу сделаем. Мне кажется, просто этот столик, он стоит не очень дорого. Вот в чем дело. Так, что-то там произошло. А это чей велик? А, это наш велик. Кататься. Ничего не может. Копать можно. Это она приехала на этом велике, его тут кинула. Он, между прочим, денег стоит. Как так вообще? Я потерялась. Я хотела ее отправить потом... вот сюда. Покопаться же. Я очень надеюсь, что сегодня удастся купить эту штуку. Так, а ты что? Ты расположился. А, ты еще идешь. Хорошо. Тебе же уже не морозно? Где ты тут? А, ты ищешь стол себе. Ты сейчас, наверное, сюда придешь. У тебя и здесь есть компания. Хорошо, хорошо. Так, все опять читают. Что тебе дискомфортно? Что тебе опять дискомфортно? Как вы замучились со своим дискомфортом? Так, вам нужно упражняться в писательстве. Давай. Упражняйся, пожалуйста. Что тебе опять дискомфортно-то? Низкий уровень гигиены. Ладно, так можно. Так уж и быть. Так, Пайпер у нас там занимается. А, у нас сегодня пятница, точно. Можно было мне делать домашку. Ну ладно, сделали и сделали, хорошо.
На самом деле, за следующую неделю нам очень нужно уже добить свои навыки, и чтобы мы уже как бы вырастали и подавали заявление в университет, наверное, уже. Потому что они уже очень долго подростки, на самом деле. Прошло уже здесь 2 недели. 3, ну, короче, уже как-то очень много. Так, наша Пайпер уже бесконечно копается в этом мусорном контейнере и ничего не нашла. Она опять нашла сырье для переработки, но у нас его особо не так уж много на самом деле. Ничего мы не сможем произвести. Я думаю, что я еще попробую... Она до сих пор в нем копается, как долго. Ну что, ты что-нибудь нашла хорошее, полезное? Я надеюсь, чтобы мы смогли купить эту ветрогенератор, или как он там называется. Ну ничего. Так, она находит деталь для улучшения. Она, кстати, неплохо стоит, эта деталь для улучшения. Если ее продавать через багаж семьи, она так, да, не продается, но в целом она очень даже дорогая. Может, у нас можно... Да, у нас уже можно немножко лягушек размножить. Я что-то не увидела, какую я размножаю. Вот давайте бычий глаз. И что, у нас получилось 2 бычьих глаза, да? Ну, тоже неплохо. Окей. Так, ты уже очень хочешь домой. Они все очень сильно устали. Так что давайте, собирайтесь. Ох, тут уже вообще показатели вообще все по нулям. Ты же можешь багаж его обратно положить? Просто и все. Другие варианты. Просто положи багаж и все. И мы поехали домой, потому что это уже кошмар и ужас. В общем, дорогие мои, я, как видите, хочу похвастаться новым ветрогенератором. Я хочу, на самом деле, еще сразу купить, для того, чтобы у нас была энергия. Но хочу на этом закончить. Наш прекрасный домик покинуть ненадолго. Я буквально в следующей серии прям вот подключусь к ним, потому что нам нужно будет за выходные много чего сделать, подтянуть навыки, как я уже говорила, потому что, надеюсь, уже достаточно скоро мы вырастем и пойдем в университет. Ну, мне кажется, что вырастать, вот прям вырастать, в этом случае, ну, такое относительное вырастание у нас будет, потому что мы пойдем в университет. А на этом я хочу закончить. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих серий. Пока-пока.